Всем привет, винтажники! Сегодня у нас распаковка нового аукционного лота украшений в золотом и серебряном тоне. Давайте приступим к их распаковке и посмотрим, что нас ждет внутри. Будет у нас достаточно увесистый пакетик. Вот такая красивая шкатулка с винтажными украшениями у нас сегодня на обзоре. Первым мне, конечно же, кидается в глаза этот браслет на вот такой интересной конструкции. Идеально подходит на тонкую руку. У меня рука 14 сантиметров, легкий. И предположу, что это 70-е, 80-е, потому что для этих годов очень характерна подобная массивная конструкция, геометричность и обилие золотого тона. Серьги, относящие нас опять-таки к 80-м, с эмалью и каким-то очень абстрактным рисунком. Опять же, период 70-х, 80-х. Интересный дизайн в виде молнии. Носится вот так ромбом. Опять геометрические серьги. Что-то из супрематизма. И давайте посмотрим, есть ли маркировка. Маркировки нет. Выглядят экстравагантно и, мне кажется, классно подойдут к какому-то строгому костюму или белой шелковой блузе. Крупненькие. Далее браслет в виде таких спаянных монеток. Ниточка уже растянулась, резинка, на которой она собрана. Но выглядит очень интересно. Достаточно крупный, на более крупную ручку рассчитан. 90-е ближе к 2000-м, судя по материалу и дизайну. Далее кулон с красивым орнаментом, сердце, какие-то небольшие дефектики, маркировки не вижу. Следующими на очередь попадаются вот такие ажурные, филигранные, я бы сказала, серьги. Маркировок я не вижу. Скорее всего, 80-е, 90-е. Вот такие необычные серьги лежали парой, что очень удобно. Почти прямоугольные кольца. Предположу, что это 2000-е. Не слишком тяжелые. Маркировок я тут не вижу. Вот такая интересная клипса. Давайте посмотрим, есть ли вторая. Да, они идут парой. К моей огромной радости, очень яркие, очень характерные для 80-х, может 90-х. Акцентные, красивые, объемные клипсы. Средней тяжести, я не могу сказать, что они прям легкие. На стандартной клипсовой застежке. Клипсы в прекраснейшем состоянии, я даже не вижу у них утрат покрытий. Прекрасная находка. Пока что этот лот радует нас красивыми находками. И давайте смотреть дальше. Также 80-е, 90-е, это очень характерная для них форма колец, таких массивных и акцентных. Маркировок я здесь не вижу. Тут у нас кулон с узором флёр-де-лис, королевской лилии. И в нем сухие духи. Я предположу, что это компания Avon, потому что именно она изобрела и внедрила подобные украшения в индустрию. Судя по аромату, они даже еще пахнут. Очень интересная находка. Кулон очень массивный, объемный и тяжелый. У нас сегодня царство 70-х, 80-х годов. Это один из моих любимейших периодов в истории винтажной бижутерии, потому что украшения очень акцентные, очень яркие. Они сохранили настолько уникальные и простые в то же время дизайны, что до сих пор остаются невероятно актуальными. Ага, нашлась вторая сережка.
к нашей геометричной паре. У нас опять королевская тематика. Напоминает чем-то Fleur de Lis, но это что-то другое в схожей тематике. Достаточно легкие серьги, предположу, что это 80-е, в двух тонах, золотой и серебряный. Смотрим, есть ли тут какая-то маркировка. Маркировок я не вижу. Красивые, яркие и акцентные. Я очень люблю подобные украшения, они никогда не выходят из моды и остаются актуальными еще на протяжении долгих и долгих времен. Опять серьги, опять геометрия, опять 70-е, 80-е, может начало 90-х. Имеется эмалька, предположительно холодная, очень легкие, невесомые, стильные серьги. Люблю такие. О, красота, красота 80-х, 90-х. Это классика этого периода. Немножко они пыльные и грязные. Прекрасные клипсы. Судя по брошюровке, это бренд Anne Klein. Я, конечно, могу ошибаться, я перепроверю. Но брошюровка очень характерна для этого бренда, потому что они использовали нестандартную такую брошюровку шашечкой геометричную. И не всегда при этом указывали наименование бренда на изделиях. Красивые клипсы, овальной формы, достаточно крупненькие. И я бы даже сказала базовые для гардероба. Вот такая интересная серьга, крупная опять же, 80-е, 90-е, в серебряном тоне. Маркировок нет. Далее опять серьги в серебряном тоне с этническим дизайном. Похоже на серебро. Чем-то перекликаются с дизайном бохо, но я бы сказала, что это более какие-то мексиканские или испанские мотивы. Дальше опять серьги в серебряном тоне с эффектом битого металла. Такие слегка увесистые и достаточно крупные. Очень интересный представитель 80-х, может начало 90-х. Горячая эмаль красивого синего глубокого цвета с вставками золотого тона металла. Красивый экземпляр. Очень аккуратно сделаны, достаточно тяжелые. Маркировок на них нет. Красивый, очень стильный экземпляр. Брошь в тематике Канады, потому что имеется кленовый листик с эмалью градиентного цвета. Маркировочек нет. Вот такой интересный матовый кулон. Судя по логотипу, это бренд Premier Design. Что-то, наверное, ближе к современности, может, конец 80-х, 90-е. Двигаемся дальше. Опять геометрия. Такие изогнутой формы металлические квадратные серьги. Как видите, у нас сегодня много геометрических форм. Также 80-е. Маркировочек нету. Прекраснейшая клипса. Так, есть вторая. И я вижу, что у нас поломался замочек. И даже вижу часть прижимной лапки, что очень радует. Присутствует маркировка Casual Corner. Прекрасные клипсы. 70-е, 80-е. Очень старенькие. В них уже, видите, высохли все проставочки. Их нужно хорошенько почистить. И будет такой стильный, объемный и достаточно классический вариант на ушке. У нас сегодня буйство 70-х, 80-х и 90-х. Очень стильные, очень легкие. И тут, скорее всего, холодная эмаль с переливами.
Интересный вариант, достаточно стильный. Их нужно, конечно же, тоже хорошо почистить и слегка выправить застежечку. Вижу красивый вариант с узором по металлу каплевидной формы. Кольца с матового металла. Скорее всего, это 90-е. Они достаточно легкие, но при этом выглядят массивными, что характерно для 90-х. Вот такие милые бачата, бочонки, клипсы, и на них присутствует маркировка Joan Rivers. Прекрасная пара. Они объемные, но при этом не тяжелые. Внутри они полые, как видите, в прекраснейшем состоянии, миленькие. Очень классная находка. Брошь с цветком. Я предположу, что это где-то 60-е, 70-е. Не знаю, должно ли быть тут что-то в середине, но как будто бы не должно. Такой миленький цветок. Это зажим на мех, маленькие такие зубчики. И это характерно для зажимов на мех. Крупный и увесистый экземпляр. И тут есть маркировка. Блюэте. Мне уже попадались изделия этого бренда. Это Франция, середина 60-х годов. И этот бренд специализировался как раз на зажимах для меха, пальто, верхней одежды и обуви. Иногда их выпускали парными экземплярами. И очень часто использовали кристаллы Сваровски. Очень красивый экземпляр, прямиком из винтажной Франции, который добрался до наших дней практически в идеальнейшем состоянии. Есть небольшие сходы покрытия на самой застежке. Кулон под фотографию, предположительно 60-е. Есть незначительные сходы покрытия по самой выпуклой части, что с одной стороны, что с другой. Это хорошо видно на поворотах в прекрасном своем винтажном состоянии. Мы продолжим с вами во второй части видео этой распаковки. Оно получится достаточно объемное. Я надеюсь, первая часть вам понравилась. Пишите ваши комментарии, что из сегодняшних находок вам понравилось больше всего. Всех целую, обнимаю. Была рада вас видеть на своем канале. До скорых встреч!